Примерно 14 миллиардов лет назад вспышка породила бесконечное количество частиц, пространство и время, а также фундаментальные законы, по которым взаимодействует материя нашей Вселенной. Например, один из таких фундаментальных законов – гравитация. Именно гравитация соединяет одну частицу материи с другой и так до бесконечности, постоянно перезапуская цикл жизни небесных тел длиной в миллиарды лет. От формирования планет и спутников до гигантских коллапсирующих звезд и черных дыр. Примерно 3,5 миллиарда лет назад первый живой организм запустил процесс размножения и передачи накопленных знаний через ДНК, что тоже в свою очередь является одним из фундаментальных законов живой природы. И миллиарды лет все виды живых организмов жили по этим фундаментальным законам живой природы. Кто быстрее, сильнее и приспособленнее, тот и выжил, тот и оставил потомство. И ни у одного из живых организмов справедливость до недавнего, по историческим меркам времени, не входила в список этих фундаментальных законов. Но откуда тогда у нас появилась потребность в справедливости? И что это вообще такое справедливость? Ой. Да, так явно лучше. Сара Броснан из Университета Джорджия и ее коллега Франц де Вааль из Университета Эмори, знаменитый антрополог и специалист по психологии животных, на протяжении 10 лет пытались найти ответ на этот вопрос. Они начали свои эксперименты с самых близких к человеку животных – приматов. Однако достаточно быстро переключились и на более далеких от нас млекопитающих – собак, слонов. Опыты проводили даже с птицами, например, с воронами. И в статье, опубликованной в Science, они подвели итог этих исследований. Первое свидетельство того, что и животные обладают чувством справедливости, де Вааль и Броснан нашли еще в 2003-м, во время экспериментов с участием мартышек-капуцинов. Ученые усаживали по 2 обезьяны в соседствующие клетки, в которых находились лотки с пластиковыми жетонами, которые примат мог обменять на кусочек еды. В некоторых случаях еда, которую выдавали капуцинам, отличалась. Когда одна обезьяна получала виноградины, то вторая в то же время кусочки огурцов. Как оказалось, мартышки, получавшие только огурцы, очень хорошо понимали различия наград со стороны ученых, и они очень быстро отказывались принимать от них корм и бросались кусочками овощей в знак протеста против такой несправедливости. В последующем ученые назовут это справедливостью первого порядка. В последующие годы ими были проведены еще 9 серий опытов с другими приматами и иными животными, не все из которых оказались способны к оценке справедливости. Когда Броснан и де Вааль сравнили результаты экспериментов, социальность и характер поведения животных, они обнаружили, что это чувство было характерно только для тех видов, которым постоянно приходится контактировать и сотрудничать с другими особями, не связанными с ними родственными узами. К примеру, ученым удалось найти зачатки чувства справедливости у социальных обезьян, шимпанзе, бонобо и макак, но не у приматов, ведущих одиночный образ жизни, как орангутангов или мартышек Саймири. Многие социальные животные умеют распознавать несправедливость, если они сами получают меньше, чем их партнер. Но как показали дальнейшие опыты антропологов, лишь очень небольшое число видов смогло совершить прыжок к следующей стадии социальной эволюции – умению делиться. Ученые назвали это явление справедливостью второго порядка. Справедливость второго порядка или умение делиться с соплеменниками, не связанными родственными узами, почти не встречается среди животных. Оно характерно лишь для людей и высших приматов. Как считают ученые, животные понимают, что подобное действие улучшают или наоборот подрывают доверие со стороны партнера и делают его менее склонным к сотрудничеству в будущем. Таким образом, обезьяны жертвуют сиюминутной выгодой в обмен на долгосрочное и постоянное сотрудничество, способное принести гораздо больше выгоды в будущем. Это социальное явление требует развития 3 важных навыков. Первое. Контроль. Умение контролировать себя, отказавшись от личной выгоды и удовлетворения инстинктов в моменте сейчас ради большей выгоды в будущем. Второе. Планирование будущего. Способность мыслить о будущем или планировать будущее. Сначала на день, а потом на недели, месяцы и годы. И третье.
навык сравнения себя с другими, то есть сознание, сформировавшее собственное чувство эго. Отделение себя от других с последующим сравнением и осознанием себя как отдельной живой единицы. И, конечно же, в развитии эго наш вид преуспел больше всех остальных. Также лучше всех остальных видов мы научились не только планировать свое будущее, но и воображать огромное количество других вероятностей этого будущего. В том числе и того, которого может и никогда не случиться, даже наше будущее после жизни, что в дальнейшем сформировало огромный фундамент для зарождения всевозможных идей о загробной жизни и создания на этой основе огромного множества всевозможных религий по всему миру. И, к сожалению, мы не сможем обойти тему религии, так как она уже исторически, в подкорке, связана с общепринятым определением справедливости уже тысячи лет в подавляющем большинстве культур. Вся история человечества – это борьба за власть и распределение ресурсов. А это значит, что всегда есть разделение на имеющих больше и имеющих меньше. Даже буквально вчерашний, по историческим меркам, инновационный коммунизм, заменивший религию на библиотеки и науку, который задумывался как таблетка для решения всеобщего неравенства и избавления людей от религиозных иллюзий в попытке создать более продуктивное общество, в конечном итоге привел лишь к формированию новых культов личности, замене одних мощей на другие и формированию новой пирамидальной иерархии с распределением власти и ресурсов в руках новой узкой группы лиц. Такова природа формирования иерархии сложных видов. И об этом уже есть огромное количество экспериментов и исследований. Достаточно просто лишь правильно загуглить. Также вся история человечества – это постоянные войны. А это значит, что всегда есть победившие и есть побежденные. Разделение реальности на справедливость и несправедливость была придумана нашим видом не только как эгоистичное желание иметь то же, что и у других, но и как пристанище для утешения от бесконечных войн, страдания обездоленных и побежденных. Людям очень тяжело жить без надежды. Надежды, что когда-нибудь, в будущем, все обязательно получат то, что, как по их мнению, они все заслуживают. Что когда-нибудь, однажды, твоя чаша на весах перевесит в твою сторону, то есть повернется в справедливое значение именно для тебя, что ты получишь то, в чем тебя так несправедливо обделили, а твоим обидчикам, конечно же, воздастся по заслугам, пусть даже после жизни. И это загробное планирование придало такому понятию, как справедливость, некое религиозное, божественное или духовное значение. Также очень часто такое понятие, как справедливость, путают с вероятностями и закономерностями. При нахождении в социуме вероятность получить от кого-либо за хамство и остаться одиноким крайне высока, если хамство и недальновидный эгоизм стали твоими постоянными привычками поведения. Или какова вероятность лихача, не соблюдающего ПДД, врезаться или перевернуться, если он игнорирует правила подавляющего большинства, ну или фундаментальные законы физики. Все это лишь математика и процент вероятности. Но так как они субъективны по отношению к наблюдателю, и наблюдатель по-разному заинтересован в этом событии, то эмоционально окрашены они тоже по-разному. Как негативные, позитивные или нейтральные. Но раньше мы не могли ничего знать о вероятностях, ведь само человеческое общество существует гораздо дольше, чем научный подход. Из-за естественного стремления нашего мозга экономить энергию, мы не стремимся выстроить сложные причинно-следственные цепочки и учесть все факторы, повлиявшие на нашу несправедливую ситуацию. И порой мы просто не в состоянии все учесть и удержать все это в голове. Но мы перемешали вероятность и закономерность с нашей эгоистичной оценкой. И теперь называем это справедливостью или несправедливостью. Именно поэтому справедливость у каждого своя. Именно поэтому, когда мы оглядываемся на всю историю человечества, нам кажется, что мир несправедлив. Но нам не кажется, ведь он никогда и не был. Миллиарды лет живой мир жил без единого намека на справедливость.
Одни жизни живут за счет жизней других. Как на микро, так и на макроуровне. И люди не исключение. Эпидемии. Тысячи видов болезней, как у взрослых, так и у детей. Тысячи лет люди погибают пачками, по миллиону самых разных причин. Сотнями, тысячами, миллионами. И тысячи тысяч причин абсолютно несправедливых и бессмысленных смертей. Вулканы. Землетрясения. Наводнения. Даже удары молнии. А вы знали, что ежегодно в мире от удара молнии гибнет примерно от 6 до 20 тысяч человек? От ураганов по всему миру ежегодно гибнет около 100 тысяч человек. И сколько сотен тысяч человек по всему миру убивают, продают, калечат, насилуют. Как взрослых, так и детей. Ну и, конечно же, войны. Все зависит от вероятностей, места и времени, где ты родился, и в какое окружение попал, случайно или целенаправленно, и какие действия предпринимал, осознанно или неосознанно. Любое определение справедливости или несправедливости в этом мире зависит лишь от угла обзора, от точки зрения отдельного наблюдателя, по какую сторону баррикад заинтересованной или незаинтересованной стороны он находится. Это не природный, а искусственный закон, придуманный самим же социумом для взаимовыгодного взаимодействия в долгосрочной перспективе. В более продвинутом обществе он доработан и юридически узаконен людьми для устойчивой политической системы и стабильности общества, и люди сами же пытаются обеспечить исполнение этого закона. Но наш разум требует максимально простых объяснений сложных процессов. А наша психика подсовывает нам самые простые и понятные образы, как ответы на сложные, неприятные или неудобные для нас вопросы. И так как институт религии один из самых древних психологических, политических, законодательных, судебных, распределительных институтов общественного контроля и управления, задолго до появления юридического или научного подходов, то такое понятие, как справедливость, с очень давних времен было приправлено чем-то сверхъестественным и божественным. Субъективность справедливости и несправедливости очень хорошо видна по многим верующим, чьи чувства мы теперь так боимся задеть и оскорбить, скатываясь в средние века, причем на законодательном уровне. Но подавляющее число верующих обычно вспоминают о своей религии только когда им это выгодно. Конечно, сложно спорить с людьми, которые убеждены, что Земля плоская, или что миру лишь 5000 лет. Но ответьте себе сами честно на один вопрос. Куда после смерти денутся миллиарды людей, которые верят не в вашу, а в чужую религию?
Они все попадут в ад? Просто потому что? Потому что. А миллиарды буддистов будут перерождаться, пока все остальные распределяются в рай или в ад. Серьезно? Потому что. А куда денутся миллиарды не самых религиозных китайцев? У вас там еще не наклевывается никаких противоречий? Кстати, в современной китайской культуре этот религиозный пробел успешно заменяют приметы и суеверия. Так уж устроен наш мозг. Вместо сложных, холодных и порой безжалостных закономерностей он подсовывает нам знакомые, теплые и уютные человеческие образы, а также простые или выгодные для нашего дофамино-ориентированного мозга выводы. И самые циничные и беспринципные активно это используют. Сложные эмоциональные потрясения или тяжелые времена как отдельного человека, так и целых стран всегда сопровождаются всплеском веры в сверхъестественное. Гадалки, колдуны, маги и целители, секты и даже целые религии. Разница лишь в масштабе. Умножьте все, что я сказал выше, на 1000 лет, и вы примерно поймете, как такое понятие справедливости или несправедливости приобрело некое религиозное и божественное значение. Что-то сверхъестественное. И даже не так важно, какой популярный в наши дни духовный фастфуд вы выбрали за основу своего миропонимания. Люди 1000 лет придавали такому эгоистичному понятию, как справедливость или несправедливость, красивую обертку фундаментального закона природы, также известного как карма или эффект бумеранга. И по отношению к справедливости или несправедливости люди обычно делятся на два лагеря. Есть первое. Они изучают реальные правила игры, фундаментальные законы, и принимают этот мир таким, какой он есть, а не таким, каким им бы хотелось его видеть, каким им было бы спокойнее и легче его воспринимать. Они обычно довольно рано узнают и принимают то, что справедливости или несправедливости, как природного явления, не существует. Но часто именно эти люди сами не обременены моралью и легко манипулируют другими людьми через их иллюзии о справедливости или несправедливости этого мира для достижения своих целей и собственной личной выгоды. И часто именно они приходят к самым высоким постам в карьере, бизнесе, политике и религии. И есть вторые, и их подавляющее большинство. Как правило, вся их жизнь пронизана противоречиями и страданиями о том, как этот мир несправедлив. Вторые выдают желаемое за действительное. Это те, кто выбрал жизнь в иллюзии, кто сакрализировал и обожествил такое эгоистичное явление, как справедливость и несправедливость. И вы еще наверняка могли встречать таких людей, но знаете, с обостренным чувством справедливости, которые больше остальных страдают от постоянной несостыковки и противоречий их выдуманного мира в голове с существующей реальностью. Но люди сами каждый день выбирают в это верить, потому что так нам легче воспринимать эту, порой очень несправедливую реальность. А дестабилизация этой базовой системы установок вызывает лишь защитную реакцию, так как ее переосознание очень энергозатратный, болезненный и психически сложный процесс. Поэтому большинство продолжит вновь и вновь подгонять свои догматичные убеждения под эту реальность. А реальность продолжит больно биться от тех, кто каждый новый день выбирает жить в выдуманном мире. Но если вы не хотите всю жизнь страдать от нехватки или отсутствия справедливости, то вам не стоит приписывать этому социальному явлению природное или божественное значение. Этот мир, эта планета не виновата в том, что вы сами себе о ней вообразили, что возложили на нее ожидания и функции, которых у нее нет и никогда не было. Ведь вполне возможно, что по отношению к ней это тоже как-то несправедливо.